Всем привет, в эфире Даша, и сегодня я покажу свои мучения над моделью этого уникального американского истребителя Sabre в 48-м масштабе. Причем он не обычный, а экспериментальный. Это моя уникальная переделка, и можно сказать, что это эксклюзив. О том, какие доработки я делала, вы можете увидеть в этом видео. А много моделей американских и не только самолетов вы можете найти, конечно же, в интернет-магазине «Модельная лавка». Так что заглядывайте в раздел «Скидки», и там, кстати, тоже можно регулярно найти множество моделей по очень хорошим ценам. А для первого заказа вы можете использовать вот этот промокод. А для последующих вы можете использовать промокод Даша, и у вас будет скидка в 10%. Сразу тут вы можете увидеть первую доработку. Я зашпаклевала отверстие для пулемета в передней части истребителя. Предсерийный Sabre не имел вооружения, и это я делаю предсерийную версию истребителя XF-86. Также я немного переделала тормозные щитки у самолета. У предсерийного Sabre они имели несколько другую форму. И не пробуйте искать в интернете информацию об этой модели, ведь поисковики вам будут выдавать информацию о краске фирмы Tamiya. А за основу я взяла довольно старую модель от Ательери. Деталей в наборе было немного, и сборка прошла быстро. А сейчас я уже второй раз грунтую модель, так как после первого нанесения грунта обнажились огрехи шпаклевки, и я снова зачистила и снова грунтую. Также изменения коснулись и хвостовой части самолета. Тяги, которые приводили в движение хвостовое оперение, были тоньше, и в процессе испытаний было принято решение их усилить, что повлекло изменение формы задней части фюзеляжа. У серийных Sabre задняя часть фюзеляжа имела более квадратную форму, а у экспериментальной версии более округлую. И я из шпаклевки по сути вылепила нужную форму. Грунт я использую серый от фирмы Zip. После того, как грунт высох, я наношу основной цвет. И тут я использую краску серии Extreme Metal от АК. Краска эмалевая и сильно пахнет. Так что красить я советую такой краской либо в окрасочном боксе, либо в очень хорошо проветриваемом помещении. Краска имеет вполне приятный алюминиевый блеск, который отлично воспроизводит образ машин той эпохи. А вот тут я черным шейдером хочу немножко разнообразить цветовое разнообразие металлической краски. И я пока не представляю себе, как можно сделать однотонный металлический цвет интересным на больших плоскостях самолета. На архивных фото видно, что некоторые части самолета окрашены то ли в белый, то ли в светло-серый цвет. На черно-белых фото сложно различить такие оттенки, но тем не менее мне нужно окрасить детали в отличающийся от основного оттенка цвет, и для этого мне необходимо сделать маски из малярного скотча. И я использую скотч от фирмы Machete. И обратите внимание, что я предварительно приклеиваю их на коврик для резки, чтобы снизить прилипающую способность скотча и таким образом минимализировать вероятность повреждений предыдущего слоя краски. Истребитель F-86, построенный фирмой North American около полувека назад без всяких преувеличений, является самым знаменитым американским реактивным самолетом прошлого столетия. Широкую известность ему принесла не только война в Корее, с которой началась его боевая карьера, но и огромный объем серийного производства. Всего было построено более 7000 штук. Последний летающий F-86 был снят с эксплуатации в 1993 году, установив рекорд летного долголетия. А несколько истребителей, которые находятся в частных коллекциях, летают и до сих пор. Сразу после окончания Второй мировой войны американцы усиленно занимались сбором военно-технической информации на территории побежденной Германии. Специальные команды, состоящие из военных и представителей заинтересованных фирм, прочесывали немецкие заводы, научные исследовательские организации и полигоны. Авиационными достижениями занималась научно-консультативная группа армии США, возглавляемая аэродинамиком Теодором фон Карманом. После того, как маски готовы, я окрашиваю нужные части в светло-серый цвет. Все найденные документы и техника вывозились в Америку. В этом американцам помогали сочувствующие немцы. Документации поступало так много, что ее просто не успевали переводить. Именно группа Кармана обнаружила документы по использованию стреловидных крыльев для повышения скорости перспективных самолетов. Этими бумагами сразу воспользовалось несколько авиационных фирм. Среди них оказались такие авторитеты, как Boeing и, конечно же, North American. Теперь время смывки. Благодаря ей я придам обшивке объема. И тут я использую черную смывку от фирмы Pacific. После того, как она немного подсохнет, я удаляю излишки широкой кистью, слегка смоченной в White Spirit.
Немецкие разработки по стреловидным крыльям помогли американцам ускорить разработку Сейба. F-86 представлял собой цельнометаллический, одноместный, однодвигательный реактивный истребитель со стреловидным крылом, фюзеляж типа полумонокок. Конструктивно фюзеляж разделялся на две части – носовую и хвостовую. Технологический разъем позволял осуществлять быструю расстыковку фюзеляжа с целью замены двигателя или его агрегатов. Самолет производился в США на заводах North American в Инглвуде и Колумбусе. Также F-86 выпускался по лицензии в Австралии, Канаде, Японии и Италии и на долгое время стал основным инструментом воздушной войны США и их союзников. Теперь наношу на модель декали. Опознавательные знаки американских военно-воздушных сил я возьму из базового набора, а вот с бортовыми номерами отдельная история. Поскольку экспериментальный борт имел определенную маркировку, то мне необходимо ее воспроизвести. Я с трудом нашла декаль с различными комбинациями букв и цифр похожего шрифта в китайском интернет-магазине и приклеиваю нужные цифры и буквы на борт и киль самолета. И особенно тяжело было выровнять буквы и цифры в одну линию. А вот тут я начинаю роспись кокпита. Мне нужно окрасить кресло пилота, пол кабины и приборные панели по бокам от рабочего места пилота. И в ход идут акриловые краски от фирмы ICM. А также в черный цвет я окрашу пневматику шасси истребителя.
А вот тут я вырезаю декали приборной панели. Конечно, в 2022 году такое решение выглядит простеньким. Но что есть, то есть. Конечно, бы тут лучше смотрелись объемные декали от фирмы Quinta Studio. Ну и логично, что после вырезания декалей я их приклеиваю на место. После того, как базовая краска кресла высохла, настало время окрасить в темно-серый цвет ремни. Так что всегда, когда управляете истребителем, обязательно пристегивайтесь. Ну и финальный штрих – окраска остекления фонаря кабины. Мне нужно из малярного скотча сделать маски, и из-за того, что фонарь имеет очень сложную геометрию, сделать это не совсем просто. Но я вроде справилась. И потом я просто задуваю фонарь краской базового оттенка. И вот такой у меня получился Saber. Работа над ним была не очень легкой прогулкой, но я вроде бы справилась. И вроде бы даже получилось довольно прилично, хотя я не очень довольна результатом. И одно я поняла точно, мне не очень нравятся Saber. Так что в ближайшее время я хочу немножко отдохнуть от авиации и от американской авиации в особенности. Так что подожду, когда, может быть, когда-нибудь ко мне вернется вдохновение. Ну что ж, до новых встреч. Пока-пока.